Приветствую вас, друзья, с вами Сурвагер, и я категорически вам заявляю, мне очень нравится то, что я вижу. Пока что от столкновения с транспортом зомби по-прежнему не получают урона, но думаю, что это временно, и до выхода 17-й альфы это будет изменено, и зомби все-таки начнут получать урон, пусть и не фатальный. Пускай для того, чтобы убить зомби, нам понадобится сбить его 3-5 раз, ну или пару раз переехать, но и это уже будет ближе к реальности, чем полное отсутствие урона. Тем не менее, то, как реагируют зомби на столкновение с транспортом, это просто прекрасно. Я ждал этого начиная с 15-й и жду на протяжении всей 16-й альфы. И вот это свершилось. Зомби теперь не привязаны жестко к земле, пока они живы. Если понятие живых, конечно, применимо к зомби. В 15-й альфе мы могли сбивать зомби и животных на мини-байке, и они моментально умирали. С приходом 16-й альфы возможность сбивать зомби у нас отобрали. И сейчас зомби для мини-байка представляют непреодолимое препятствие, как собственно и для персонажа. Если вы заметили, то сейчас в 16-й альфе, стреляя в толпу зомби из РПГ или из арбалета взрывными стрелами, в стороны разлетаются только уже мертвые зомби. Те же, что остаются в живых после взрыва, или просто продолжают идти, или опрокидываются на землю, но в пределах заранее прописанной анимации, что выглядит странно. Я очень сильно надеюсь на то, что зомби будут реагировать на произошедший в непосредственной близости взрыв точно так же, как это будет при столкновении зомби с транспортом. То есть будут разлетаться в некотором радиусе, вставать, если остались живы, и идти дальше. Также хотелось бы, чтобы, забегая в толпу зомби на большой скорости, персонаж имел шанс сбить одного-двух зомби, ну или просто столкнувшись с зомби на беку, можно было бы его сбить с ног и потом уже стандартно добить дубиной. В крайнем случае, возможность с разбега сбивать зомби с ног можно было бы сделать способностью, которую можно было бы прокачивать. В общем, то, как зомби реагируют на столкновение с транспортом в комплекте с обновленной физикой транспорта, выглядит просто потрясающе. Не хватает только остающейся на персонаже и транспорте после столкновения крови зомбей. И может я много хочу, но минимальная система повреждений у транспорта была бы очень кстати. Не знаю, как ты, дорогой зритель, но я после просмотра этого видео просто не могу больше спокойно смотреть на ту систему физики транспорта, что есть сейчас. Она меня начала резко раздражать, особенно когда я знаю, что кто-то уже наслаждается обновленной физикой, и этот кто-то не торопится делиться. Двигаемся дальше. В 17-ю альфу добавлена поддержка DirectX 11, но при необходимости в лаунчере игры можно будет выбрать и 9-ю версию. Благодаря добавленной поддержке DirectX 11 разработчикам также удалось добиться более реалистичного вида меха-животных. Пример того, как выглядит новый мех, вы можете сейчас видеть на примере Борова, ну или Вепря, как его правильно назвать. Следующее, что мы видим, это обновленный олень. Выглядит он уже, как мне кажется, посерьезнее, как минимум больше похож на взрослого оленя, чем то, что есть у нас сейчас. Визуальные изменения коснулись как минимум вида рогов, морды и корпуса в целом. Как мне кажется, новый олень по размерам не больше обычного волка, что, как по мне, как минимум неправильно. Шерстью новый олень пока не покрыт, но это в процессе. Еще что хочу отметить, так это поведение нового оленя. Он какой-то очень перепуганный и постоянно оглядывается. Я надеюсь, что в обычном состоянии олень будет себя вести по-другому, а такое перепуганное состояние связано только с тем, что олень видит опасность в виде персонажа Джоэла, но не может двигаться, так как такая возможность была ранее отключена Джоэлом для того, чтобы мы могли рассмотреть оленя вблизи. Также Джоэл говорит о том, что новый олень получил обновленный рэгдолл, и урон от попадения в голову будет в несколько раз превышать урон по ногам и корпусу. Так что теперь будет иметь смысл целиться оленю именно в голову, чтобы наверняка свалить его одним выстрелом. После убийства нового оленя Джоэл зачем-то начал топтаться по его трупу, и в момент, когда наступил на рога оленя, экран покраснел, как будто персонаж получил повреждения. Это, возможно, баг, а с другой стороны, новый олень может быть не такой уж и безобидный, как сейчас, и будет иногда способен защищаться, используя свои рога. Но это не точно, хотя рога у него знатные. Такие бы на стену базы в качестве трофея повесить, было бы круто. Из новых животных Джоэл нам показал олениху. Кроме отсутствия рогов, во всем остальном это тот же олень, потому не вижу смысла отдельно на ней останавливаться. Двигаемся дальше. Прошлый новостной выпуск под номером 19 по большей части был посвящен полностью переработанной системе прокачки персонажа и атрибутов предметов, о которой рассказал на форуме разработчик Иньяджио. Джоэл решил немного дополнить эту информацию и рассказал о том, что в 17-й альфе будут полностью переработаны системы здоровья и выносливости персонажа, а такой параметр как самочувствие, wellness, будет убран и вернется только в качестве атрибута.
А вот атрибутом чего будет wellness, Джоэл решил не уточнять. Сообщил только, что делается это для того, чтобы дать возможность нам лепить из своего персонажа разнообразные классы и специализации, как в стандартных RPG играх. Новая система персонажа будет весьма гибкой. К примеру, если вы будете прокачивать силу, то у вашего персонажа будет расти урон в ближнем бою. Кроме параметра силы, будет еще около 5 подобных параметров, по поводу которых Джоэл решил пока не распространяться, сообщив только, что кроме системы развития персонажа, есть еще очень много вещей, над которыми в данный момент работают разработчики, но которые пока еще недостаточно готовы, чтобы их показать. Но несмотря на подобные заявления разработчиков, всегда найдутся люди, которые точно знают, что разработчики занимаются не тем, чем должны, и не тогда, когда это нужно, и что разработчики тупые и ленивые, вообще ничего не делают и только гребут деньги лопатой. Ну, вы знаете таких. Но несмотря на это, игра продолжает развиваться, постепенно подбираясь к релизу. Далее у нас идет презентация новых наработок дизайнеров уровней с использованием новых текстур и блоков. Первое, что нам показывает Джоэл, это полусгоревший дом, который явно предназначен для сгоревшего биома. Как и все остальные обновленные здания, которые мы рассматривали в одном из прошлых видео, этот дом также можно полностью обыскать, не уничтожив ни одной преграды. Достаточно просто внимательно поискать доступные пути обхода. В целом могу отметить, что внутри дома стали более детализированы, сделаны акценты на мелочах, и в целом теперь по ним реально видно, что они были некогда обитаемы и действительно были покинуты в спешке своими владельцами. Первое, что бросается в глаза из показанного, это новый, обновленный, покосившийся забор, имеющий максимально неоднородную структуру и выглядящий давно уже заброшенным и неухоженным. Далее мы попадаем в гараж, и тут можно увидеть уже знакомые нам по прошлым видео упакованные ящики, но в этот раз без поддонов. То есть те поддоны, что мы видели, все-таки не цельные блоки, а составные. И их, скорее всего, тоже можно будет обыскать, но пока это просто декоративные блоки. Далее Джоэл хвастается новыми текстурами внешней обшивки здания, оконных рам и дверных проемов. Эти элементы теперь выглядят действительно старыми и обшарпанными. При ближайшем рассмотрении на внешней обшивке можно рассмотреть следы облезшей краски, вкрученные саморезы и другие мелкие детали, которые добавляют атмосферности и реализма окружению, и которых раньше очень не хватало. Пока что встречается иногда небольшое несовпадение текстур, что странно, его же вроде исправили. Также в видео можно увидеть множество новых обоев, тут вам и светлые, и темные, и с золотом. И, видимо, их будет еще множество вариантов, что сделает внутреннее убранство домов не таким однотипным. А вот тут мы видим старую, как говорит Джоэл, отвратительную ванну. Согласен, я бы в ней мыться не стал, это уж точно. Из новых типов блоков Джоэл особенно хвастается специальным блоком, у которого имеется верхний и нижний плинтус. И по его словам, окрашивать можно будет отдельно верхний и нижний плинтус в разные цвета и основную часть блока. На видео этого показать не удалось, так как пока что это не работает как надо. Идея прикольная, особенно для всяческих дизайнеров интерьеров. Заметил также, что Джоэл использовал специальный режим кисти для замены всех текстур одного типа на другой, который называется Replace Paint. В данном режиме, как я понял, кисть заменяла однотипные текстуры на всех блоках, которые соприкасались с блоком, на котором непосредственно применялась кисть. Такое вполне могло бы работать и в обычной игре, но представьте себе, если ваше здание будет представлять из себя полноценный замок площадью примерно 100 на 100 блоков. Сколько времени и ресурсов ПК понадобится только для замены одной текстуры на другую. И это не учитывая того, что перед заменой текстуры система должна будет вначале рассчитать, сколько понадобится краски для того, чтобы произвести замену. Сопоставить это с тем, что у вас есть в инвентаре, и уже исходя из этих данных решить, позволить вам произвести замену или нет. В итоге делаем вывод, что подобный инструмент скорее всего будет недоступен в обычной игре, ну разве что в креативе. Кстати, а вы заметили, как Джоэл перелез через забор высотой в 2 блока? Я так понял, в игре уже есть блоки, по которым можно лазить как по лестнице, и один из них это часть ветхого забора. И напоследок, как обычно, немного информации с форума. Так как Роланду удалось уже побывать в мире 17-й альфы, он смог поделиться с нами тем, что там уже есть, а чего еще нет. И вот тут некоторые моменты действительно интересные, ну по крайней мере один. Итак, чем же занимался Роланд в 17-й альфе с его слов? Первое. Появился в мире и прокатился на велосипеде и мотоцикле. Они работают уже просто прекрасно. Велосипед станет первым транспортным средством в игре на начальных этапах.
Второе. Переместился в Дирсвиль, чтобы посмотреть, были ли добавлены новые дома, которые были показаны несколько недель назад в обзоре. Оказалось, что в игре нет еще новых домов, и они все еще находятся в редакторе. Третье. Протестировал, были ли внедрены какие-то изменения в анимации персонажа, такие как направление взгляда и прицеливание вверх и вниз, а также плавание, но ничего этого пока еще нет. И четвертое. Сделал и разместил скриншот с настройками выбора версии DirectX и Vulkan. Самое интересное для меня в этом перечне находится в третьем пункте, и это анимация плавания. Да ладно! Специально проговорился Роланд или нет, но то, что планируется добавить анимацию плавания, это уже само по себе очень радует. Задал этот вопрос на форуме, и вот что ответил Роланд. Джоэла абсолютно не устраивает текущая анимация перемещения по воде, и она должна быть изменена на что-то выглядящее более прилично, например, вариант плавания от третьего лица. Сама вода в 17-й альфе не будет исправлена, это случится позже. Что касается анимации физики движения персонажа в воде, со слов Джоэла, это не самое хорошее, что есть в игре на данный момент. Плюс прохождение ребят с канала Nips Gaming изрядно так поджарили игру в вопросе перемещения по воде, за что им огромное спасибо. Так что анимация и физика плавания будут переделаны, а учитывая то, что Роланд пытался уже это протестировать в 17-й альфе, говорит нам о том, что нормально плавать в игре с большой вероятностью мы сможем уже в 17-й альфе. Ну что же, это были все новости на сегодня. С вами, как всегда, был Сурвагер. Обязательно оставляйте свои мысли в комментариях под этим видео, а также не забывайте про лайки и репосты. Увидимся в следующих видео. Всем пока!